Всем доброго времени суток. Меня зовут Дмитрий, а это 100 дней хардкора Planet Crafter. Мое приключение начинается, как ни странно, с создания мира. Сложность хардкор. Тут мы появляемся в самом сложном биоме для начала игры, и такие атрибуты, как кислород, еда и вода, будут тратиться быстрее. Все начинается с того, что небольшая капсула летит на какую-то планету, и в ней находимся мы. В результате приземления мы теряем сознание, и спустя какое-то время приходим в себя. В руках у нас уже есть мультитул, и открыв планшет, я увидел сообщение, в котором была описана главная цель игры – ускорить терраформирование планеты. И для начала нужно было дойти до отметки в 175 тысяч единиц. Кроме этого, в капсуле находился контейнер, внутри которого находились припасы на первое время. Заметил в капсуле верстак, на котором я мог скрафтить рюкзак, баллон с кислородом, 3 микрочипа, бутылку воды и баллон с воздухом. Но для всего этого нужны были ресурсы, поэтому я вышел с капсулы и начал пылесосить близлежащие ресурсы. Недалеко от моей капсулы находился еще один контейнер. Помимо стандартных ресурсов в нем находился уран. И насобирав достаточно ресурсов, я скрафтил рюкзак, баллон с кислородом, микрочип строительства и собрал все содержимое контейнера в капсуле и отправился искать подходящее место для базы. Направился вперед и слева заметил пещеру, в которую надо будет обязательно сходить. Поставил жилой отсек, внутри него я поставил верстак и контейнер для склада ресурсов. И уже начинаю выставлять ветряные мельницы и бур. А также скрафтил микрочип разборка. Скрафтил экзоскелет, который увеличит количество ячеек под мое оборудование. Услышал какой-то шум, и это был метеоритный дождь. В жилом отсеке поставил на пол экран с электроэнергией и экран чертежей. Раз уж энергия позволяет, поставлю еще пару буров. Запасся баллонами с кислородом и отправился в пещеру. Сначала я подумал, что это урановая пещера, но оказалось это не так. И практически на входе в пещеру я нашел контейнер, в котором помимо стандартных ресурсов было 2 ткани и 2 семя растения. Из-за того, что кислорода в моем баллоне немного, я не мог далеко уйти. Поэтому, как только у меня открылся чертеж баллона с воздухом Т2, я сразу же его скрафтил и отправился исследовать кратер за капсулой, на которой я прибыл. И там я нашел ледяную глыбу, которая в будущем растает, а также 2 сундука с ресурсами. Крафтил микрочип фонарика, поставил нагреватель Т1, запасся кислородом и все-таки направился исследовать пещеру поглубже. Чтобы я там не потерялся, я поставил ветряную турбину как ориентир. И в этой пещере я нашел еще пару сундуков. Из нового я находил иридий, суперсплав и, что самое главное, это еда. Вернувшись на базу, скрафтил рюкзак Т2, еще пару ветряков, пару буров, пару нагревателей, вернее 1, и расшифровал чертеж, который мне дал скорость добычи. Я его, естественно, скрафтил и экипировал. Места мне уже маловато, поэтому я пристроил еще одну комнату. И переместил в нее нагреватели и ставлю уже флоростенды. И у меня уже есть хорошие семена, которые дают 150 коэффициенту кислорода. Следуя окрестности моего кратера, за капсулой нашел пещеру, в которой был сундук. И я пытался поставить ветряк, чтобы не потеряться. Но никак он тут не мог встать. Но мне повезло то, что я не потерялся и смог найти выход. И мне уже открылся чертеж солнечных панелей, которые дают больше энергии, чем эти ветряки. Спустившись на дно кратера, экран приобрел кроваво-красный цвет. Тут я нашел лесенку, по которой я спустился, и тут на столе лежали бутылки с водой, космопаёк и баллончик с кислородом. И в шкафу были ресурсы, даже семя баклажанчика. Отправился дальше. Использую ветряки как маячки, чтобы найти дорогу к дому. В науках все чаще и чаще попадаются суперсплав и иридий. И у меня остается последний баллон с кислородом. Я понимаю, что я не успею добежать до дома, поэтому решаю поставить тут жилой отсек, чтобы выжить. И накрафтить еще баллонов с кислородом и исследовать дальше. Под метеоритным дождем отправился в пещеру. И там я нашел что-то похожее то ли на надгробье, то ли на сиденье. Это вопрос, конечно, что это такое. И сундуки с ресурсами. Сундук с одеждой и сундук со снаряжением, где я взял сапоги ловкости и экзоскелет. Все остальное мне не надо. Дома скрафтил флоростенд Т2, еще солнечных панелей, энергии много не бывает, и рюкзак Т3, и нагреватель Т2.
Ну и шумные они, конечно. У меня остался последний паёк еды, поэтому отправился в срочном порядке искать сундуки, с надеждой, что в них будет еда. Сначала спустился на дно кратера, и там я нашел один паёк, но этого очень мало. Побежал дальше и попал в какой-то темный биом. Не знаю даже как его назвать по-другому. И тут мне еды не попадалось вовсе. А кислород заканчивается. Поэтому ставим отсек, верстак и делаем баллоны с воздухом. Бегу дальше, набрел на заброшенную базу. Тут у них уже и буры были. И по всей видимости сюда приземлилось 3 человека. Судя по капсулам. В сундуках было много суперсплава, но мало еды. В жилом отсеке была лестница, по которой я спустился, и тут было несколько ярусов. И в сундуках уже попадалось по одному пайку еды. Что продлевало мое выживание. Заполнив весь инвентарь, поднялся наверх, вернулся к последнему ближайшему отсеку, поставил сундук, скинул все ненужное, надел еще баллонов с кислородом, бутылок воды, а также сделал баллон с кислородом Т3. Теперь кислорода 280. Неплохо. И вернулся домой, расшифровал чертежи, крафтил сапоги ловкости и чип на скорость добычи. Все 2-го уровня. Я пытался как можно скорее поднять кислород, чтобы открыть чертеж, механизм, с помощью которого смогу выращивать еду. А пока ее нет, снова побежал на поиски. Как же мне везет. Практически в каждом сундуке я нахожу один паёк еды. А в одном сундуке лежало сразу 2. Сюда. Думаю, столько мне должно хватить до моих инкубаторов еды. Вернулся домой, поставил пару солнечных панелей 2-го тира. И наконец-то я поставил этот инкубатор еды. Сразу 2. И посадил баклажаны. Но им нужно время, чтобы вырасти. Пока они растут, решил заняться небольшим расширением базы. Построил 2-й этаж. Туда перенес теплогенераторы. И вот он. Один баклажанчик созрел. Но восстанавливает он всего 25. Это так на хардкоре только? Я не понял. На 2-м этаже поставил большие шкафчики под ресурсы. Выставил еще пару инкубаторов еды. Садил семена. И на последних единицах хомячил баклажанчик. До следующего урожая я могу не дожить. Поэтому в панике побежал искать сундуки. И да, жизнь моя висела на волоске, но я нашел еду, целых 4 пайка. Вернулся домой с облегчением, поставил маяк, чтобы я всегда мог найти свой дом. Хотя мне и ветряков хватало. Ну пусть будет. С этого момента я смело смогу заявить, что голодать мне не придется. На нижнем этаже установил экран прогресса, и теперь я знаю, что я на этапе пустыни. Также установил экран терраформирования, где видны показатели давления, кислорода и тепла. На стол установил экран с энергоснабжением, чертежами и почтой. Снаружи ставлю флоростенды Т3, так как в жилом отсеке его поставить нельзя. Собирал на дне кратера суперсплав и иридиевые стержни. Когда вернулся домой, увидел на экране, что я на этапе голубого неба. Вышел проверить, и небо и правда изменилось. В ночном биоме пособирал алюминий и циолит, который, похоже, очень редкий. Поставил улучшенный верстак, и тут я могу крафтить один из самых нужных и редких ресурсов. Это суперсплав. Крафт у него, конечно, дороговат, но что делать? Крафтил рюкзак Т4 и баллон с кислородом Т4. И теперь кислорода у меня 370. Это уже солидно. Выставляю более мощные нагреватели и буры. Сделал реактивный ранец, теперь передвижение будет быстрее. Нашел серный биом и место, где идет песчаный водопад. Выглядит круто. Вернулся домой, и сейчас я на этапе облаков. На небе и правда появились облака. Нашел большой корабль и начал его исследовать. Ресурсов было очень много, поэтому несколько заходов все унес. Также там стоял генератор термоядерного синтеза. Пока я ничего не мог туда поставить, вернувшись домой, крафтил ядерный реактор Т1. Поставил пусковую станцию для ракет. Запустил свою первую ракету на плюс теплу. Но она не хотела покидать меня. После запуска этой ракеты начали падать метеориты с ураном, собрав который я поставил еще один ядерный реактор. А также сборщик воды. В пещере рядом с домом была ледяная глыба, которая не растаяла. Но я заметил вверху уголочек, через который можно пролететь. И там была новая руда, осмий, с помощью которого я поставил добычек руды Т1. Полетав еще немного, нашел иридиевую пещеру. А в сундуках попадается все больше и больше еды. Тогда, когда проблемы с ней закончились, ну как так-то, ставлю еще один реактор и несколько буров и запускаю ракету. На этот раз плюс к давлению, чтобы ускорить терраформирование. И вообще, я хочу себе газон, поэтому ставлю сеятель травы.
И на экране терраформирования появляется новый показатель – это биомасса. Занялся небольшой перестановкой, сортировкой ресурсов. Очень хотел поставить биокупол на крышу, но у него были совсем другие планы. Поэтому поставил слева. И открыв монитор, увидел дофигища новых чертежей. Ставил антенну, и на моей планете уже начинает появляться вода. Тратил рюкзак Т5 и не успел моргнуть, как начался этап жидкой воды. Этап дождя прошел как-то быстро. Мой газон вырос. Так, где моя газонокосилка? Решил вернуться к заброшенной базе и собрать все, что там осталось. Я увидел планшеты с одним и тем же сообщением. Видимо, тот, кто был здесь, сошел с ума. Залетел в лавовый биом, собирал содержимое сундуков и обсидиан. Тут был еще один здоровенный корабль, который я залутал. Дома скрафтил микрочип карты, но без картографической ракеты чип был бесполезен. Поставил сеятель цветов и биолабораторию. Нес ядерные реакторы Т1, поставил 2 реактора Т2. Запустил еще ракету на тепло, собрал весь уран. Поставил 3-й ядерный реактор. Так как в кратере не было воды, в ближайшем месте, где она была, поставил сеятель водорослей. Набрел на ледяной биом, где нашел предохранитель для кислорода. Полетав еще немного, нашел урановую пещеру и кварцевую, а также завал, который можно было взорвать. Пытаюсь как можно быстрее открыть новые чертежи, поэтому ставлю нагреватели, буры, сеятели всего-всего и запускаю ракеты. В какой-то момент увлекся исследованием этого мира и забыл про кислород. Это могла быть очень тупая и обидная смерть. Поставил еще 2 добытчика руды, прокачал ранец и поставил биокупол Т2, который производит кору. Прилетел к какому-то кольцу, и база там была уже затоплена водой. Недалеко от него нашел еще один завал. Хотел показать водопад, но песчаная буря помешала. Скуда. У корабля-разведчика нашел сундук, в котором был еще предохранитель на тепло. Чуть дальше в сундуке предохранитель на кислород. А тем временем я на этапе озера. Следующий мох. Прочитал сообщение и полетел пробовать ставить добытчик руды в разных локациях. Но пока никакого результата это не дало. Поставил оптимизатор, а в него предохранитель на тепло. И около него теплогенераторы. Плюс тепло был неплохой, скажу я вам. Ставил такой же, только для кислорода на улице. Энергии мало, поэтому еще один ядерный реактор. Бур следующего уровня огромный и капец какой шумный. Но профита больше. Нашел пещеру осмия и урана. И по пути домой нашел свой первый золотой сундук. Расшифровав чип, получил чертеж бомбы. Но где брать платы, я не знаю. Планета преображается, уже озера есть. Земля покрывается зеленью. Красота! Нашел биом, где можно добыть алюминий. Кайф. Повесил экран биомассы. Водопад. Еще водопад. Ставлю уже огромные теплогенераторы и оптимизирую их. Да, суперсплава, походу, надо очень и очень много. Раз открыли чертеж, стержня из суперсплава. Следующий мой этап — это деревья. Попал в какой-то грибной биом, и там пьедестал с ключом и координатами, по которым я прилетел, поставил ключ, и она начала открываться. Пройдя по коридору, шел еще ключ с координатами. И огромный корабль инопришеленцев. Открылся крафт термоядерного реактора. Но мне нужен кварц. Полетел добывать. И один такой реактор почти заменяет 4 ядерных, офигеть. Установил экстрактор газа и поставил еще один генератор. Создал ДНК-манипулятор, где могу создавать семена деревьев. И создал микрочип разборки Т2. С помощью него я смог разбирать компы, за которые я получал платы. Крафтил несколько бомб и воздушный фильтр. Из-под земли начали расти корни деревьев, на которых был циолит. Видимо, я перешел на этап деревьев. Нашел какое-то место с обломками, где было очень много суперсплава. Понес все домой. И наконец-то мой кратер преобразился, выглядит очень красиво. Взорвал место, заваленное камнями. Бегая по лабиринтам, находил карты доступа и сундуки с плюшками. Нашел секретную комнату, которую можно было открыть этими картами. И в ней были сейфы с крутыми ресурсами. Все найденное отнес домой и поставил автокрафтер. Очень полезная вещь. Теперь можно забить на порядок добычи руды Т2. Поставил в осмиевой пещере и в серном биоме. И вот он начал их добычу. Во время метеоритного дождя спас необычную личинку. В кратере установил на воду 5 сеятель деревьев и оптимизировал их на растения. Начинаю делать семена деревьев и поставил купол для бабочек. И начался очень активный метеоритный дождь. Из суперсплава поставил инкубатор для бабочек, скрафтил 2 вида и выпустил их в купол. Также поставил улей и взорвал еще 2 завала. В первом случае был корабль, где я опять открыл секретку и забрал самое ценное. Ну или все. Мне все надо. А во втором случае в пещере и попал в красный грибной биом, где тоже был небольшой корабль с ресурсами, но и там был завал. Поставил маяк, потом, может быть, взорву.
Поставил торговую ракету, скупил все чипы чертежей, а также оптимизатор давления и энергии. Вернулся к завалу с другой стороны и не стал взрывать, так как это просто другой путь к этой локации. Поставил 2 предохранителя энергии, и вы только посмотрите, насколько больше у меня энергии стало. Взял ключ и полетел дальше по координатам. Нашел следующий пьедестал. Поставил ключ, и двери открылись. Дальше нашел еще ключ, и мной был найден старый город. В одном из зданий я нашел золотой сундук, в другом ключи и какой-то артефакт, также координаты, по которым я полетел. Поставил 3 ключа, и передо мной начала опускаться скала. Пройдя дальше, я вышел на огромное здание, которое было безумно красивое. Тут мне надо было найти 5 ключей, которые я нашел, и открыл дверь. Пройдя вглубь, я увидел золотых бабочек, скрижаль и 2 золотых сундука. В каждом крутые ресы, типа личинки золотой бабочки. И теперь атмосфера этой планеты пригодна для жизни. Можно дышать. Сделал термоядерные ячейки и вернулся на места, где я находил для них генераторы. И с помощью них открылись отсеки, в которых были сундуки и сейфы. Этапы шли довольно быстро. Я поставил генератор портала. С помощью кварца я мог попасть в отдаленные места крушений и набрать ресурсов. Но в этих лабиринтах очень легко потеряться. На планете уже появляются лягухи. Во, какие здоровые. Сделал телепорт, так как я хочу переехать. Сбегал в пещеру кварца, и там, оказалось, были все виды, а не только пульсирующий. Вот как-то так выглядит мое новое место при выходе. Фермы бабочек и земноводных, в воде рыбки. Поставил складские шкафы, в них места очень много. Поставил ДНК-манипулятор и приют для животных с кормушкой. И тут падает медленно один метеорит, и это был метеорит кварца. Начал выводить животных. Пару раз ходил в портал, и больше с базы я не выходил. Ставил очень много буров, теплогенераторов и растил животных. И наконец-то это случилось. Я полностью терраформировал планету. Поставил ракету, на которой я улечу. Но какая-то аномалия не давала мне этого сделать. И я сразу понял, что это. Мне дали чертеж большой бомбы, которую я поставил под артефактом и взорвал. Все начало рушиться, поэтому быстрее по тапкам. Только не упасть бы. Из-за того, что игра похожа на Сабнатику, я почему-то подумал, что то, что я положу в контейнер, сможет найти другой игрок. Но это не так. Попрощался с животинкой и уселся поудобнее. И полетел. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, вы сами знаете, что делать. Увидимся в новых видосах. С вами был я, Дмитрий. До скорых встреч.